Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 10 тайн мира, которые вряд ли будут разгаданы. Из этого видео вы узнаете следующее. Человек без прошлого Питер Бергман, тайна смерти которого до сих пор так и остается нераскрытой. Правда ли, что Никола Тесла, известный также как Повелитель молний, изобрел способ путешествовать во времени? Кто виноват в загадочной смерти Стэнли Мейера, человека, который изобрел двигатель, использующий в качестве топлива воду вместо бензина? Тайна запертой каюты. Куда исчез с парохода гениальный изобретатель Рудольф Дизель? О чем рассказал Альфред Билик, утверждавший, что он переместился в 2749 год и прожил там 2 года. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. В этом видео мы хотим рассказать вам несколько интересных тайн мира, которые вряд ли будут разгаданы. Хочу отметить, что темы для первых 2 пунктов этого видео я почерпнул из ваших комментариев, и надеюсь, эта очередная подборка загадочных тайн мира будет вам интересна. 1. Человек без прошлого. История Питера Бергмана. В 2009 году тело неизвестного мужчины было найдено на одном из пляжей в Ирландии. До сих пор никто не знает, кем был незнакомец. Незадолго до этого мужчину видели в автобусе до Слайга, в который он сел недалеко от границы с Северной Ирландией. После выходных, проведенных в полном одиночестве, незнакомца находят мертвым. Тайна его смерти так и остается нераскрытой. Впервые камера засняла этого худощавого пожилого мужчину на автовокзале в Дерри, что на границе с Северной Ирландией. Он сел на автобус до Слайга. Было 12 июня 2009 года. Автобус в тот вечер прибыл по расписанию в 18:28. Мужчина поймал такси до центра города. Очевидно, он был здесь впервые, ведь до центра было всего 10 минут неспешным шагом. Может, ему и мешали 2 небольших сумки, но по видео можно понять, что они не такие уж и тяжелые. В первом отеле Бергману вынуждены были отказать. Был вечер пятницы и разгар туристического сезона. В Слиго-Сити Хотел, однако ему повезло больше, и Питер заплатил за 3 ночи вперед. Заплатил наличными. Заполняя гостевую книгу, мужчина указал адрес в Вене, Австрия. Персонал отеля не спросил паспорта или прав, но акцент у незнакомца действительно был немецким. Он указал свое имя как Питер Бергман. Все 3 дня Питер провел в полном уединении. Мужчина посетил почтовый офис, где купил 8 марок и несколько стикеров для авиапочты. Он прогулялся по городу и вернулся на ужин в отель. Иногда незнакомец выходил выкурить сигарету, но всегда один. В воскресенье, последний день своего пребывания в городе, он подошел к стоянке такси и попросил отвезти его на пустынный пляж, где мужчина мог бы поплавать. Водитель такси отвез его на известный, своими потрясающими видами Россес-Пойнт пляж, который представлял собой полуостров. Дорога заняла всего 15 минут. По прибытии на пляж, Бергман вышел из авто, осмотрелся и остался доволен выбором места. Но вместо того, чтобы остаться на пляже и поплавать, как и планировалось, мужчина попросил отвезти его обратно в город. Там он провел еще один вечер в полном одиночестве. 15 июня около 13:00 он выселился из отеля с 2 пакетами и своей сумкой. Бергман отправился на вокзал длинным путем, прогуливаясь по городу. В 14:20 он приобрел билет до Россес-Пойнт и в 14:40 уехал из Слайга.
Питера Бергмана в тот день видело 16 человек на том живописном пляже. Он был в отличном настроении, со всеми здоровался и наслаждался приятной погодой и видами. Свидетели рассказали, что он выделялся и своей одеждой. Все-таки летний курорт, пляж, а он одет по-деловому, во все черное. Под мышкой он нес сложенную газету. Он бы затерялся в деловом центре Лондона, но на летнем пляже выглядел немного нелепо. Следующим же утром его тело было найдено двумя мужчинами, отцом и сыном, которые вышли на пробежку в 6 утра. Скорее всего, тело вынесло на берег волной. С этого момента и начинается загадка Питера Бергмана. Мужчина был абсолютно голым, его одежду нашли разбросанной по пляжу. Никаких документов при нем не было, как и денег. В карманах тоже ничего не нашли. Тело забрали на вскрытие, причиной смерти было названо утопление. Несчастный случай. Зубы Бергмана были в довольно хорошем состоянии, что говорит о его финансовом благополучии. А вот состояние организма оставляло желать лучшего. У него был рак простаты и метастазы по всему телу, которые проросли в кости. Он пережил несколько сердечных приступов, и у него отсутствовала почка. Также вскрытие показало, что у мужчины было множество травм. Возможно, он был военным или попал в аварию, когда был моложе. Токсикологический анализ показал, что покойный не принимал никаких лекарств, хотя должен был страдать от жутких болей из-за метастазов в костях. Мало того, что при нем не было никаких документов, все бирки на его одежде были аккуратно срезаны, что напоминает дела Тамам Шут и женщины из долины Издален, о которых мы уже рассказывали в предыдущих своих видео. Власти решили проверить адрес, который он оставил в гостевой книге в отеле, но такого места в Вене не существовало. Никого похожего в списках пропавших или разыскиваемых найдено не было. Те письма, которые незнакомец отправил с почты в Слайго, не отслеживались. Полиция не понимала, как работать с делом, в котором неизвестно ровным счетом ничего. События дней, предшествующих загадочной смерти незнакомца, удалось восстановить благодаря системе видеонаблюдения Слайго. Мужчина каждый день покидал отель по утрам со своим фиолетовым пакетом, наполненным чем-то, а возвращался уже с пустым. По записям стало понятно, что он выкидывал что-то из этого пакета по пути своего следования, стараясь избегать видеокамер. Создавалось ощущение, что мужчина старался оставаться незамеченным. Одежда на нем тоже была самая обычная, он ничем не выделялся. Однажды работница ресепшена не смогла дозвониться в номер Бергмана. По ее воспоминаниям, она поднялась на 2-й этаж, постучала в дверь и следом открыла ее. Мужчина смотрел на нее испуганными глазами и как бы застыл, будто его поймали на месте преступления. Ей даже показалось, что он испытал облегчение, увидев работника отеля. У многих есть ощущение, что незнакомец приехал в Слайго, чтобы скрыться от кого-то. Его странное поведение говорит в пользу этой теории. Водители автобусов, которых опросили после нахождения тела, никак не могли вспомнить мужчину. Только когда им показывали записи с камер видеонаблюдения, они могли вспомнить какие-то детали о незнакомце. Но в общем и целом, он не привлекал внимания и запросто сливался с толпой. Детектив Рэй Малдерик из полицейского участка Слайго-Града считает, что мужчина выбрал город не случайно. Вообще все, что мужчина делал эти 3 дня в городе, казалось, имеет какой-то смысл. Например, он срезал все этикетки со своей одежды, поясняет Малдерик. Вопрос, который стоило бы задать в этом деле, почему Слайго? Если бы он хотел умереть в красивом месте, то в Ирландии достаточно мест более живописных. Что-то привело его сюда, что нам пока неизвестно. Расследование, как вы понимаете, зашло в тупик. У следствия есть ДНК мужчины, его останки и одежда. Но ДНК надо с чем-то сравнивать. Нам остается только ждать какой-то зацепки. Я сравниваю это со спящим режимом на компьютере. На Reddit есть огромное обсуждение этого дела, и абсолютно каждый пользователь выдвигает свою версию произошедшего. Кто-то считает его агентом какой-то секретной службы, кто-то думает, что он был частью криминальной группировки или скрывался от гангстеров. Есть версия и о том,
что мужчина хотел провернуть какую-то махинацию со страховкой, чтобы его родные получили выплаты. Самая безумная теория заключается в том, что вся эта история мистификация. А виной всему ирландский кинорежиссер Киеран Кэссиди, который в 2013-м снял документальный фильм «Последние дни Питера Бергмана», на что сам Кэссиди отвечает с юмором: «Конечно же, это я. Добро пожаловать в кроличью нору». 2. Дженнифер Фергейт. Загадка номера 2805. 31 мая 1995 года женщина, по словам свидетелей, свободно владевшая немецким и английским языками, зарегистрировалась в отеле Осло Плаза, современное название Radisson Blue Plaza Hotel, в 22:44. Отель был построен в 1989 году и представлял собой современный пятизвездочный отель на 1500 мест. По словам сотрудников отеля, Дженнифер говорила по-английски при бронировании по телефону. 31 мая она снова позвонила и сказала, что приедет позже и будет в сопровождении другого человека. В тот момент она говорила по-немецки без акцента. Женщина забронировала номер на 3 ночи, заплатив 1845 крон за каждую ночь, это примерно по $220 США в то время. Она не предоставила никаких документов. Как сообщалось, она регистрировалась в, так сказать, загруженное время. В этом отеле часто останавливались бортпроводники, поэтому у нее не спросили никаких документов или кредитных карт. Один из работников ресепшена Тудем Герцен позже сказал: «Мне это непонятно. У нас был строгий распорядок. Женщине выделили номер 2805. Во время регистрации она предоставила следующую информацию. Имя – Дженнифер Фергейт. Дата рождения – 23 августа 1973 года, 07:48, Рю де Ласте, 7968, Верлен, Бельгия. Телефон 32 68 326 548. Компания Сербис, Бельгия. Дженнифер также вписала имя Лоис Фергейт, который должен был проживать в одном номере с ней. Администратор сказал, что не видел никого с женщиной во время регистрации, но другой сотрудник утверждал, что видел Дженнифер с мужчиной в возрасте от 25 до 40 лет, когда они заходили в номер. Во время пребывания Дженнифер в отеле никто не помнил, чтобы видел, как она выходила или входила в свою комнату, за исключением одного случая. Уборщица вспомнила, как вошла в ее номер и обнаружила, что комната чистая, а кровать не разобрана. Уборщица заметила пару ярких дорогих туфель на высоких каблуках, которые так и не были обнаружены впоследствии. Считается, что их кто-то забрал. Во время своего пребывания Дженнифер Фергейт сделала звонок по 2 недействительным номерам в Сыраинг и Грей салоны, Бельгия. 2 июня женщина позвонила на ресепшн и продлила свое пребывание до воскресенья. В тот же день в 20:06 она заказала еду в номер. Официантка случайно отнесла заказ в номер 2804, комнату через коридор. В тот момент там проживал постоялец, мистер Ф., речь о котором пойдет дальше. После того, как ужин был доставлен в правильный номер, Дженнифер оставила большие по тем временам чаевые, 50 крон, около $8. Еду доставили в 20:23, и это был последний раз, когда Дженнифер видели живой. Далее сотрудниками ресепшена предпринимаются 3 попытки связаться с ней по телевизору в комнате, имеется в виду, когда на телевизоре появляется табло с просьбой связаться с ресепшн и попросить женщину оплатить номер. Последнее сообщение было отправлено 3 июня в 19:36. Было подтверждено, что это сообщение было прочитано. За день до ее смерти один из сотрудников увидел, как Дженнифер вошла в свою комнату и повесила табличку «Не беспокоить» на дверную ручку. Через 14 минут после того, как кто-то в комнате прочитал телевизионное сообщение, в 19:50 охрана отеля постучала в дверь Дженнифер. Персонал встревожился после того, как понял, что табличка «Не беспокоить» висит на двери уже много дней. Как только они постучали, послышался выстрел.
Охрана вернулась на стойку регистрации и уведомила менеджера, после чего была вызвана полиция. В этот момент номер остался без присмотра. В коридоре не было видеонаблюдения. В 20:04 начальник службы безопасности поднимается наверх, решает приоткрыть дверь в номер и замечает женщину, лежащую на кровати с выключенным светом. Не получив ответа, он выходит из номера и решает дождаться полиции. Полиция приехала примерно через 50 минут после выстрела. Войдя в комнату, они обнаружили Дженнифер, лежащей на кровати в одежде. У нее было огнестрельное ранение, пистолет Браунинг находился в ее правой руке. Впоследствии экспертиза покажет, что на ее руке не было обнаружено следов пороха. Также было странно, что пистолет не отбросило в момент выстрела. В комнате также была найдена вторая ключ-карта, которая была выдана на имя Лоис. Полиция установила, что на самом деле было произведено 2 выстрела. Первый выстрел, похоже, был пробным и попал в подушку рядом с Дженнифер. Было установлено, что возраст Дженнифер был ближе к 30 годам, при регистрации она указала, что ей 21 год. У нее были короткие черные волосы и голубые глаза. Ее, так сказать, стоматологические работы были признаны дорогими, из фарфора и золота по технологии, использующейся в Соединенных Штатах, Германии, Дании и Швейцарии. В организме не было обнаружено алкоголя. В номере отеля не осталось ничего, что указывало бы на настоящую личность Дженнифер Фергейт. Не были обнаружены ни сумочка, ни кредитные карты, ни паспорта, ни ключи, а почти все бирки с ее одежды были срезаны. Ее единственной личной вещью были мужские духи Ангара Порелом 1, а все отпечатки пальцев на нем принадлежали Дженнифер. На женщине были одеты длинная блузка, туфли на высоком каблуке, произведенные в Италии. Также были найдены 4 куртки. С одежды были удалены все ярлыки. Украшения, золотое кольцо, дорогие часы для дайвинга Citizen Aqualand, в которых находились 3 батарейки 370, произведенные в конце 1994 года, с маркировкой W395. Часы были изготовлены примерно в 1992 году. При регистрации Дженнифер утверждала, что живет на улице Рю-де-Ластет, в деревне Верлен, Бельгия. Однако такой улицы не существует, и код города, который она записала, неверен. В то время в Бельгии также не было компании с названием Service. В комнате был найден полиэтиленовый пакет с газетой USA Today. Сумка была адресована комнате 2816, расположенной в противоположном конце коридора от комнаты 2805. Следователи также обнаружили на сумке отпечаток пальца, который они не смогли идентифицировать. Полиция также изучила данные электронной карты ключа отеля, которую Дженнифер использовала для доступа в свой номер. Установили, что с 0:34 1 июня до 8:52 июня ее не было в номере. Пистолет был 9-мм Браунингом 1990-91 года, произведенным в Херстале, Бельгия, но на нем был только частичный серийный номер. Некоторые высказывали предположение, что серийный номер был растворен в кислоте. Также на месте происшествия был найден портфель Браун Баффл, в котором не было ничего, кроме 25 патронов. Когда за день до смерти Дженнифер ей доставили в номер ужин, колбасу и салат, официантка вспомнила, что видела в номере чемодан на колесиках, что навело ее на мысль, что Дженнифер могла быть стюардессой. Такого чемодана в комнате после смерти Дженнифер обнаружено не было. Уже было сказано, что напротив, в номере 2804 проживал мужчина, мистер Ф., его имя никогда не разглашалось. Этот человек утверждал, что он из Бельгии и зарегистрировался 2 июня. Мистер Ф. сообщил властям, что ему сказали, что Дженнифер нашли мертвой, и спросили, не видел ли он что-нибудь подозрительное. Однако на самом деле мистер Ф. выехал 3 июня, еще до того, как ее нашли мертвой. Журналисту по имени Ларс Вегнер удалось взять интервью у мистера Ф. Я хорошо это помню, потому что меня спросили об этом на стойке регистрации, когда я выезжал. Кто-то спросил, слышал ли я или видел что-нибудь,
так как это был тот же самый коридор. «Но я хорошо спал в ту ночь и ничего об этом не знал», — сказал мистер Ф. Журналист возразил: «Но, мистер Ф., это очень странно. Вы выехали из отеля в субботу утром, а молодая женщина умерла только в субботу вечером, почти 12 часов спустя. Я не понимаю, как они могли спрашивать вас о смерти, когда женщина еще не умерла. Мистер Ф., я ничего об этом не знаю. Я только помню, что они спросили меня. Это все, что я знаю». Еще одна странная деталь заключалась в том, что Дженнифер съела еду из номера более чем через 24 часа после того, как заказала ее. Несколько лет назад следователи взяли образцы зубов и костей. Они получили полный профиль ДНК, отправив материал на анализ в Институт судебной медицины Медицинского университета в Австрии. Образцы подтвердили, что Дженнифер, скорее всего, была европейкой, и исследование ее зубов сузило область до Германии. Дальнейший анализ показал, что женщина родилась в 1971 году, и на момент смерти ей было 24 года. Некоторые люди считают, что Дженнифер Фергейт была секретным агентом и ее убили за то, что она обладала какой-то информацией. Некоторые склоняются, что это было ее планом, и она не хотела, чтобы ее семья знала, что с ней случилось, поэтому сделала свое опознавание максимально трудным. Отретушированное фото женщины было напечатано в газетах и показано в новостных передачах в надежде, что родственники узнают ее, но за эти годы никто так и не понял, кем была Дженнифер Фергейт и что действительно случилось в номере отеля Осло Плаза. Давайте поговорим о теориях произошедшего. Первая теория, самая простая. Девушка была в депрессии и решила распрощаться с жизнью, а напоследок побаловать себя проживанием в шикарном отеле. Срок проживания продлила, возможно, потому что не выполнила всего запланированного. Все это время она гуляла по городу или сидела в отеле. Смотрела телевизор, ела чипсы и запивала газировкой. Накануне, во время одной из своих прогулок, избавилась от своих личных вещей, помылась в душе, оделась во все черное, провела контрольный выстрел, и тут в дверь постучали. Она понимала, что времени больше не осталось, и совершила роковой выстрел. Остальные нюансы в этом деле – просто ряд совпадений. Вторая теория – у Дженнифер были тайные романтические отношения с другим постояльцем отеля. Именно поэтому она использовала ненастоящее имя и отсутствовала в номере по ночам, так как была у любовника. Возможно, тайный любовник порвал с девушкой, и та решила закончить свою жизнь. Может, постоялец в номере 2816 и был ее любовником, потому и по ошибке принес свою газету в номер к неизвестной. А может, это мистер Ф., который так не хотел говорить о произошедшем. Может, она стала жертвой ревнивого партнера, который решил убить любовницу. Первый раз промахнулся, а второй попал точно в цель. Третья теория одна из самых популярных в интернете. Многие уверены, что Дженнифер Фергейт была сотрудником секретных служб, шпионкой, грубо говоря. И вот что думают на этот счет. Дженнифер заселилась в отель и не оставила никаких данных о себе не просто так, возможно, кто-то из работников отеля был с ней в сговоре. Это прекрасно объясняет, почему девушка дважды была на ресепшене и так и не заполнила форму постояльца. Возможно, она знала, когда на ресепшене будет большая очередь, и специально заселилась именно в это время, чтобы остаться незамеченной. Велика вероятность, что Дженнифер прибыла в Осло на поезде, и именно поэтому никаких данных о неизвестной найдено не было. Она могла использовать поддельные документы для покупки билетов, от которых сразу избавилась после прибытия в столицу Норвегии. В пользу этой теории говорит и оружие, которое так и не смогли отследить, ведь номер был не просто спилен, как обычно делают, а это место было обработано какой-то кислотой. Если номер спиливают, то есть вероятность его восстановить, но в этом случае никак. Тот, кто это сделал с пистолетом, точно не рядовой гражданин. Почти все бирки с одеждой и аксессуаров были удалены, прям как в деле женщины из долины Издален или Тамам Шут, которая тоже считается шпионкой. Никаких примечательных вещей при ней не было, обычные доступные любому часы, обычное золотое кольцо, ни камней, ни гравировки.
Ее отсутствие в отеле почти сутки в четверг тоже вызывает множество вопросов. Где была, чем занималась? Возможно, у нее было второе место для ночлега, так агенты заметают за собой следы. Есть вероятность, что Дженнифер чем-то себя выдала и ее просто решили убрать. Отследили ее до отеля и убили, а потом обставили все так. В 2016 году хакер по имени Коди Прикошис провел выступление, в котором объяснял простым пользователям, насколько это легко получить доступ к системам электронных замков практически в любом отеле мира. Он даже показал специальный девайс, прислонив который к электронному замку, вы получите доступ к номеру всего за 200 миллисекунд. А также вам удастся запереть дверь снаружи при помощи того же устройства. Тут вы скажете, что 21 год – довольно большой отрезок времени, и что уж в 1995 году такие технологии были недоступны. Но разведка же получает все гаджеты задолго до того, как они становятся доступны простым смертным. Что касается номера, в котором все произошло, он мог быть смежным с другим. Там могла быть дверь, которая соединяла два номера между собой. Так что проникнуть внутрь и после уйти незамеченным не составляло труда. Особенно другому агенту. То, что девушку никто так и не опознал, никто не забрал ее тело, чтобы похоронить, это все также говорит нам о том, что она могла быть шпионкой. Прошло столько лет, об этом деле написана куча статей, сняты документальные фильмы, и true crime блогеры сняли десятки видео. И что? Неужели ни одна душа не узнала погибшую? В это сложно поверить. 3. Правда ли, что Никола Тесла изобрел машину времени? Гений Никола Тесла превзошел большинство ученых своего времени. Его изобретения стали прорывом в будущее. Многие из них казались фантастическими. Особенно то, что касается путешествий во времени. Разве это реально? Мог ли Тесла изобрести машину времени? Никола Тесла, американец сербского происхождения, стал автором удивительных изобретений в области электротехники и механики. В их числе проектирование системы переменного тока, исследования в области радиосвязи, изготовление плазменных шаров. Теслу называли человеком, который обуздал молнию, поскольку знаменитые катушки Тесла могли излучать мощные разряды электричества, похожие на молнии. О гениальном ученом говорили, что он контактировал с инопланетянами и существами из параллельных миров. Неудивительно, что его окрестили сумасшедшим ученым. Впрочем, никакого безумия в Тесла не было. Просто он мыслил нестандартно и опередил свою эпоху. Даже современные ученые не до конца понимают некоторые идеи Теслы. Например, его практически завершенный проект по телепортации во времени. Проводя эксперименты с магнитами, в 1895 году Никола Тесла заметил, что пространство и время можно изменять магнитными полями. К тому времени Тесла уже сделал несколько открытий относительно природы времени. Эксперименты с высоковольтными электрическими проводами, расположенными вблизи магнитных полей, приводили к искажению времени и пространства. Теоретически такие изменения могут создавать порталы, ведущие в другую эпоху. Тесла продолжил опыты в надежде найти способ путешествовать во времени. Никола Тесла подтверждал, что путешествовал во времени. Повелитель молнии утверждал, что поставил такой эксперимент. В интервью репортеру нью-йоркской газеты «Геральт» он рассказал, что едва не погиб во время погружения в межвременной портал. Дело в том, что для создания двери между эпохами требуется электрический разряд в 3,5 миллиона вольт. Тесла сказал, что в результате разряда образовалась искра величиной почти метр в диаметре. Она ударила ученого и подняла в воздух. В это время он соприкоснулся с электромагнитным зарядом, который перебросил его в какое-то пространство, где он видел прошлое, настоящее и будущее одновременно. Тесла признался, что был парализован электромагнитным полем и, скорее всего, погиб бы, если бы его помощник не вырубил электричество. А где доказательства? Кстати, незадолго до своей смерти Тесла работал в Филадельфии с другим гением, Альбертом Эйнштейном. Они разрабатывали проект для ВМС США. Два ученых пытались создать невидимый плащ, заряженный электромагнитным полем.
Эйнштейн предполагал соединить гравитацию и электричество. До сих пор науке не удалось связать эти два явления ни физическим, ни математическим путем. Все записи филадельфийского эксперимента держались в секрете. Ходили слухи, что Никола Тесла выполнил все расчеты и чертежи, необходимые для эксперимента, и создал генераторы, которые использовались на эсминце Элдридж. Но ВМС США не удовлетворили какие-то требования Теслы. Из-за этого изобретатель покинул филадельфийский экспериментальный проект. До его завершения Тесла не дожил. 7 января 1943 года он умер от тромбоза коронарных артерий. ФБР немедленно конфисковало весь его архив. До сих пор не ясно, действительно ли Тесла открыл способ путешествовать во времени или нет. Кроме интервью Геральду, нет никаких документов, подтверждающих правдивость этих утверждений. А вы как думаете, можно ли вообще путешествовать во времени? В какую эпоху вы отправились бы? 4. В Мексике нашли странную монету из будущего 2039 года. Изображение показывает монету с нацистской символикой и датой 2039. Согласно сопроводительному тексту, эта монета была найдена в Мексике человеком по имени Диего Авила. Монета, сделанная из серебра, имеет изображение орла и нацистской символики с надписью «Новая Германия» под нацистской символикой и все в одном народе на обратной стороне. Появление монеты с такой будущей датой и историческими нацистскими символами вызвало различные теории среди тех, кто ее видел. Некоторые считают, что монета могла появиться из параллельной вселенной или измененной временной шкалы. Другие предполагают, что это может быть доказательством того, что нацисты использовали инопланетные технологии для вмешательства в мировые конфликты из секретных бункеров в Антарктиде. Анализ и теории. Первая теория. Параллельная вселенная или измененная временная шкала. Идея о том, что монета происходит из параллельной вселенной, предполагает существование альтернативных реальностей, где история пошла другим путем. В такой вселенной нацисты могли выжить и продолжить свой режим в будущем, чеканя монеты с будущими датами. Вторая теория. Мистификация или вымысел. Другая, более правдоподобная, версия состоит в том, что монета является мистификацией или вымышленным артефактом. Монета могла быть намеренно создана и подброшена, чтобы создать историю или теорию заговора. Необычная дата и дизайн могут быть частью сложного розыгрыша или художественного произведения, предназначенного для провокации размышлений или развлечения. Третья теория. Научная фантастика или альтернативная история. Эта монета также может быть реквизитом из научной фантастики или альтернативной истории, где авторы и создатели представляют мир, в котором нацисты выиграли Вторую мировую войну и продолжили существовать в 21 веке. Четвертая теория. Секретные технологии. Теория, включающая секретные нацистские бункеры в Антарктиде и инопланетные технологии, согласуется с давними теориями заговора о скрытых нацистских базах и передовых технологиях. Эта теория менее достоверна, но является частью более широкого жанра спекулятивной фантастики и теории заговора. Без конкретных доказательств или дополнительного контекста сложно определить истинную природу монеты. Это остается интригующим артефактом, вызвавшим много спекуляций и обсуждений. Наиболее вероятные объяснения состоят в том, что это мистификация, вымышленное произведение или реквизит из спекулятивного сценария. 5. Тайна Бермеи. Как мексиканцы потеряли остров. Несколько веков назад португальские исследователи обнаружили неподалеку от Мексики скромных размеров остров и назвали его Бермея. А в конце прошлого столетия райский уголок волшебным образом испарился. Открытие. Первое упоминание Бермеи появилось в 1539 году в списке островов региона Юкатан, находящегося в Центральной Америке и отделяющего Мексиканский залив от Карибского моря. На тот момент кусочек суши описывали рыжим. Позднее остров с таким названием упоминался в различных рукописях мореплавателей и не только, поэтому его существование не вызывало сомнений. К
тому же испанские картографы смело изображали его на своих чертежах. Пропажа. Неладное заподозрили несколько десятилетий назад. В 1997 году в сторону острова отправилась экспедиция, которой так и не удалось обнаружить Бермею. Позднее, через 12 лет, попытку повторили другие исследователи, но и они не смогли разыскать таинственный остров. Вопросом на тот момент обеспокоилась сама Палата мексиканских депутатов, они поручили дело Национальному автономному университету Мексики. Версии. Несмотря на предпринимаемые меры, огласку и привлечение специалистов разных уровней, кусочек суши не был обнаружен. В результате стали появляться различные теории странного явления. Согласно одной из них, Бермея пропала не сама по себе, а благодаря усилиям спецслужб США. Они якобы затопили остров, так как он располагался на территории нефтяного поля, на которое фактически могла претендовать только Мексика, а им это не особо нравилось. В качестве главного аргумента такой версии приводится исчезновение из архивов государственных учреждений Мексики документов о подписанном с США моратории на добычу углеводородов в близлежащих водах. Другая версия не такая интригующая и объясняется более естественным образом. Райский уголок попросту утонул, как это иногда случается с островами. Она подтвердилась в 2008 году, когда было сделано заявление о его обнаружении на глубине 50 метров. Тем не менее, некоторые по-прежнему верят в то, что это произошло не само по себе, а при участии ЦРУ, которое и затопило его. 6. Кто виноват в загадочной смерти Стэнли Мейера, человека, который изобрел водяной автомобиль? Стэнли Мейер – человек, который изобрел автомобиль с водным двигателем. Его история привлекла внимание международных расследователей, когда он умер при загадочных обстоятельствах, после того, как его идея водяных топливных элементов была отвергнута. По сей день существует множество теорий заговора, связанных с его смертью, а также критика его изобретения. Стэнли Аллен Мейер родился 24 августа 1940 года в США. Большую часть своей жизни он провел в Восточном Колумбусе, штат Огайо. Позже он переехал в Грандвью-Хайтс, где закончил среднюю школу. Хотя Мейер был религиозным человеком, у него было желание создавать что-то новое. После окончания учебы он пошел в армию и подал заявление в университет штата Огайо. За свою жизнь Стэнли Мейер получил тысячи патентов, в том числе в области банковского дела, океанографии, кардиомониторинга и автомобилей. Патент – это форма интеллектуальной собственности, которая дает его владельцу законное право запрещать другим лицам создавать, использовать, продавать и импортировать изобретения в течение ограниченного периода времени, пока изобретение не станет общедоступным. Среди его патентов самым популярным и противоречивым был автомобиль с водным двигателем. Автомобиль на водном топливе. В 1960-х годах Мейер изобрел запатентованное устройство, которое позволяло использовать воду вместо нефтяного топлива. Мейер назвал его топливным элементом или водным топливным элементом. Он сделал это вовремя, потому что в середине 70-х годов цена сырой нефти на мировом рынке утроилась, а цены на нефть в США росли с каждым днем. Из-за повышенного расхода топлива продажи автомобилей буквально упали до нуля. Правительство США находилось под сильным давлением, поскольку Саудовская Аравия прекратила поставки нефти в страну. В результате многие компании обанкротились, и американский автопром сильно пострадал. В это трудное время Стэнли Мейер пытался разработать автомобиль, который мог бы произвести революцию в американской автомобильной промышленности. Он придумал автомобильный топливный элемент, который мог бы использовать воду в качестве топлива вместо бензина, чтобы положить конец зависимости от нефти. По словам Мейера, стало крайне важно попытаться найти альтернативный источник топлива и сделать это как можно быстрее. Его метод был прост: вода состоит из двух частей водорода и одной части кислорода. В устройстве Мейера эти две вещи были разделены, и водород использовался для питания двигателя, а оставшийся кислород выбрасывался обратно в атмосферу.
Таким образом, водородный автомобиль был экологически чистым, в отличие от машины, работающей на традиционном топливе с вредными выбросами. Можно сказать, что этот процесс уже был доступен науке под названием электролиз. Химическое разложение происходит при пропускании электрического тока через жидкость или раствор, содержащий ионы. Если жидкость представляет собой воду, она распадается на кислород и газообразный водород. Однако этот процесс более дорогостоящий, что совершенно не снижало затраты на топливо. Но, по словам Мейера, его устройство могло работать практически бесплатно. Как это возможно, до сих пор большая загадка. Если бы утверждение Стэнли Мейера было правдой, его революционное изобретение могло бы действительно произвести революцию в американской автомобильной промышленности, сэкономив мировой экономике миллиарды долларов. Затем Мейер разработал красный Лалакес, первый автомобиль с водным двигателем. Этот автомобиль с водородным двигателем был продемонстрирован по всей территории США. В то время всем было любопытно его революционное изобретение. Водяной багги Мейера даже был показан в новостях местного телевидения. В своем интервью Мейер утверждал, что его водородный автомобиль тратит всего 83 литра воды на поездку из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Это действительно невероятно. Заявление о мошенничестве и законы. Ранее Мейер продал свою идею инвесторам, которые получали право использовать его технологию водных топливных элементов. Но ситуация изменилась к худшему, когда Мейер предложил осмотреть свою машину эксперту по имени Майкл Лоттон. Господин Лоттон был профессором инженерных наук в Лондонском университете Королевы Марии и нашел презентацию Мейера неубедительной. В результате два инвестора подали в суд на Стэнли Мейера. Его водяной топливный элемент позже был исследован в суде свидетелями-экспертами, которые установили, что в этом элементе нет ничего революционного, и он просто использует обычный электролиз. Суд установил, что Мейер совершил грубое и серьезное мошенничество и обязал его вернуть двум инвесторам их $25 тысяч. Эксперты далее утверждали, что Мейер использовал термины «топливный элемент» или «водяной топливный элемент» для обозначения части своего устройства, где вода проходит через электричество для производства водорода и кислорода. Использование Мейером этого термина в этом смысле противоречит его обычному значению в науке и технике, где такие ячейки условно называют электролитическими ячейками. Некоторые, однако, высоко оценили работу Мейера и заявили, что его автомобиль, работающий на воде, был одним из величайших изобретений в мире. Одним из таких приверженцев был судья по имени Роджер Херли. Херли сказал: «Я бы не стал представлять его мошенником. Он был хорошим парнем». Таинственная смерть Стэнли Мейера. 20 марта 1998 года Мейер встретился с двумя бельгийскими инвесторами. Встреча состоялась в ресторане Cracker Barrel, где также присутствовал брат Мейера Стивен Мейер. За обеденным столом все выпили алкоголь, после чего Мейер выбежал на улицу, схватившись за горло. Он сказал брату, что его отравили. Вот что сказал брат Стэнли Мейера Стивен. Стэнли сделал глоток алкоголя. Затем он схватил себя за шею, открыл дверь, упал на колени, и его сильно вырвало. Я выбежал за ним и спросил его, что случилось. Он сказал: «Они отравили меня». Это было его предсмертное заявление. Коронер округа, Франклин и полиция Гроув-Сити провели тщательное расследование. Был сделан вывод, что Стэнли Мейер умер от аневризмы головного мозга. Был ли Стэнли Мейер жертвой заговора? Многие люди до сих пор считают, что Стэнли Мейер был убит в результате заговора. Это было сделано главным образом для подавления его революционного изобретения. Некоторые также утверждают, что основной причиной смерти Мейера стало его изобретение, получившее нежелательное внимание со стороны правительственных деятелей. Перед смертью у Мейера было несколько встреч с загадочными гостями из разных стран. По словам брата Мейера Стивена, бельгийские инвесторы знали об убийстве Стэнли, потому что они не отреагировали, когда им сообщили о смерти Мейера. Никаких соболезнований, никаких вопросов, двое мужчин не сказали ни слова после этой информации.
Что случилось с революционной водной машиной Стэнли Мейера после его смерти? Срок действия всех патентов Мейера истек. Его изобретения теперь бесплатны для публичного использования, без ограничений и роялти. Однако ни один производитель двигателей или автомобилей еще не использовал патенты Мейера. Как-то Джеймс Робби, который раньше вел регулярные интернет-трансляции, исследовал изобретение Стэнли Мейера и обнаружил, что оно реально работает. Некоторое время он руководил музеем водного топлива в Кентукки, чтобы рассказать секретную историю развития технологии водного топлива. Он также написал книгу под названием «Водный автомобиль. Как превратить воду в водородное топливо», описывающую 200-летнюю историю превращения воды в топливо. 7. Тайна запертой каюты. Куда исчез с парохода гениальный изобретатель Рудольф Дизель? Загадка исчезновения гениального ученого, изобретателя Рудольфа Дизеля, до сих пор не раскрыта. Что же произошло на борту парохода Дрезден более 100 лет назад? Хроника событий. 29 сентября 1913 года Рудольф Дизель прибыл в Антверпен и там поднялся на борт парохода Дрезден. Следующим портом должен был быть английский порт Харвич. Вечером того же дня, после прогулки по палубе и ужина с двумя уважаемыми людьми, инженерами Георгом Грейсом и Альфредом Люкманом, изобретатель направился к себе в каюту, попросив стюарда разбудить его в 6:15 утра. Это было в районе 22 часов. Утром стюард, помня о просьбе пассажира, постучал в каюту. Ответа не последовало. Более громкий стук также не дал никакого результата. В итоге каюту открыли универсальным ключом, и дальше началось самое интересное. Каюта оказалась пустой. Более того, дверь была закрыта и иллюминатор тоже заперт изнутри. Никто на пароходе не видел изобретателя, выходящим из каюты. После того, как Дизель попрощался с двумя инженерами и попросил стюарда разбудить его утром, изобретателя вообще никто больше на пароходе не видел. В каюте все говорило о том, что Рудольф Дизель собирался отправиться ко сну и даже разложил на постели пижаму, а также повесил заведенные часы рядом с кроватью. При дальнейшем расследовании начало выявляться много вопросов и нестыковок. В пассажирских списках парохода Дрезден не числился пассажир по имени Рудольф Дизель. Как у незарегистрированного пассажира оказалась своя каюта? И как он получил ключ от нее? На палубе были обнаружены детали верхней одежды, по некоторым данным, плащ и шляпа изобретателя, что подливало масло на костер версии о том, что Рудольф Дизель что-то сделал самостоятельно. Версии. Первая. Рудольф Дизель что-то сделал самостоятельно. Якобы у Дизеля были огромные долги, и сам он находился в сильной депрессии. Вторая. Несчастный случай. Падение за борт из-за сердечного приступа или чрезмерного употребления спиртного. Третье. Бегство изобретателя от долгов, да и просто возможность начать новую жизнь. Четвертое. Заговор спецслужб европейских стран, так как дело было накануне Первой мировой войны, и дизельные двигатели Рудольфа Дизеля были очень нужны конкурентам. Слишком много сторон были не заинтересованы в массовом выходе на рынок дешевых двигателей дизеля. Пятое. Конкретный заговор германских спецслужб, так как Рудольф Дизель якобы направлялся в Англию по личному приглашению Черчилля. И в случае плодотворного сотрудничества Дизеля с английским адмиралтейством, германский флот оказался бы в не самой лучшей ситуации. Но все эти версии при ближнем рассмотрении рассыпаются. По словам собеседников Дизеля, с момента попадания на судно он находился в отличном расположении духа, много шутил и строил счастливые планы на будущее. Лечащий врач утверждал, что у 55-летнего Дизеля было отличное сердце, а близкие говорили, что изобретатель не употреблял спиртного. Бегство от долгов и желание начать новую жизнь тоже как-то выглядит притянутым за уши. Заговор видится наиболее вероятным. Но кому было выгодно исчезновение навсегда Дизеля? Есть книга «Дизель. Загадочная смерть великого изобретателя» немецкого писателя, который подробно исследовал данное таинственное исчезновение и выдвинул основную идею о том, что изобретателя все-таки устранили агенты спецслужб. Хотя, казалось бы, профессионалы от спецслужб
занимающиеся такой, так сказать, деятельностью, могли бы выстроить более правдоподобный сюжет или декорации. Есть некоторые данные, что спустя 10 дней после исчезновения Рудольфа Дизеля голландское лоцманское судно обнаружило в море полуразложившееся тело хорошо одетого мужчины. Поскольку тело утопленника было в очень плохом состоянии, его решили не поднимать на борт, а только обыскали и забрали обнаруженные при нем личные вещи, в числе которых были блокнот, перочинный нож и футляр для пенсне. Позже сын Рудольфа Дизеля, Ойген, опознал эти предметы как принадлежащие его отцу. Кроме того, имеется информация, что в конце Первой мировой войны один немецкий военнопленный заявил, что это он по заданию немецкой разведки сбросил Рудольфа Дизеля в море, чтобы помешать его переговорам с британским адмиралтейством. При этом точные обстоятельства смерти так и не были выяснены. Так что же все-таки такое исчезновение Рудольфа Дизеля, случайность, злой рок или хорошо продуманное преступление? Так или иначе, но правды, похоже, уже никто не узнает, и эта тайна канет в лету, как одна из величайших загадок 20 века. 8. Кандидаты на сверхчеловечество. Кто такие боскопы и почему они вымерли? Время от времени в разных концах земного шара находят останки существ, похожих на людей, но все же имеющих некие, так сказать, нестандартные признаки. К ним относятся и останки боскопов, древние человеческие скелеты с черепами огромных размеров. Названы они так, потому что найдены в окрестностях южноафриканского поселения Боскоп. Произошло это более века назад, а научные дискуссии по поводу находки продолжаются и по сей день. Это не кроманьонцы. В 1913 году в руки Фредерика Фитсимонса, директора музея в Порт-Элизабет, территория нынешней ЮАР, попали останки человекообразных существ, живших примерно за 30 тысяч лет до нашей эры, то есть как раз на заре появления Homo sapiens. По мнению Фитсимонса, это не могли быть отдаленные предки человечества. Объем их мозга достигал 1900 кубических сантиметров, что на треть больше, чем у современных людей. По этой причине директор музея уверенно заявил, что это кроманьонцы, которые считаются предшественниками человечества, но в то же время относятся к одной из вымерших ветвей. Впрочем, у Фитсимонса тут же нашелся оппонент, палеонтолог Роберт Брум из Кейптауна. По мнению Брума, речь шла вовсе не о кроманьонцах, а об особой группе первобытных людей. Он назвал их Homo capensis, буквально «человек с мыса», по наименованию восточно-капской провинции, на территории которой была сделана находка. Однако больше прижилось неофициальное название Боскопы или Боскопский человек от селения, где были обнаружены останки. Многие ученые считали, что это именно человек. Строение скелета боскопов указывало на то, что при жизни они были прямоходящими, а устройство их челюстей на то, что они умели говорить. Исследование продолжил знаменитый антрополог Раймонд Дарт, который пришел к выводу, что боскопы и в самом деле люди, а их огромный мозг является не признаком гидроцефалии, как полагали некоторые эксперты, а вполне себе нормой, во всяком случае для представителей данной группы. Тем не менее, эта ветвь, как и кроманьонцы, оказалась тупиковой. В более поздних геологических слоях их останков уже не встречается. Они были гениями, на какое-то время о боскопах практически позабыли, но в 2009 году в свет вышла книга, авторами которой являются известные американские нейрофизиологи Гэри Линч и Ричард Грейнджер «Большой мозг. Происхождение и будущее интеллекта человека». В этом труде очень много внимания уделено именно популяции боскопов. Причем авторы приходят к заключению, что боскопы обладали умственными способностями гораздо выше средних. Они должны были быть разумнее кроманьонцев настолько, насколько мы сейчас разумнее обезьян, пишут Линч и Грейнджер. Исследователи ссылаются на то, что у боскопов были очень сильно развиты лобные доли мозга, отвечающие как раз за уровень интеллекта. Объемом они в 1,5 раза превосходили соответствующие отделы нашего мозга. А значит, резюмируют авторы книги, боскопы были способны параллельно обрабатывать различные потоки информации, анализировать сложные ситуации,
улавливать неочевидные связи между различными вещами и событиями. Скорее всего, и память у них была намного лучше, чем у нас, например, они могли помнить себя с самого раннего возраста. Но в таком случае, почему же, так сказать, гениальные боскопы вымерли, в отличие от нас, таких обыкновенных? Линч и Грейнджер выдвинули предположение, что их мозгу не хватало энергии, которую не мог обеспечить имевшийся в распоряжении древних людей скудный рацион. А может, им некуда было приложить свой потенциал, культура еще не сформировалась, не хватало знаний об окружающем мире. Ведь и среди нас, современных людей, гении часто оказываются не слишком приспособленными к реальной жизни. Эволюционное преимущество всего лишь фантазия. Между тем, директор Музея антропологии МГУ Александра Бужилова считает, что объем мозга еще не свидетельствует о повышенном интеллекте. Во всяком случае, прямых связей между этими параметрами до сих пор не выявлено. Но даже если это и так, еще не факт, что боскопы превратились бы в господствующую расу на Земле. Возможно, природа опробовала на боскопах один из вариантов эволюции мозга, считает доктор биологических наук, руководитель отдела эмбриологии НИИ морфологии человека РАН Сергей Савельев. Однако эта попытка была заранее обречена на провал. Слишком много требуется энергии на поддержание такого мозга, и слишком мало преимуществ он дает. Линч и Грейнджер предполагают, если бы боскопы не исчезли с лица Земли, то у нас с вами вообще не было бы шансов на выживание. Для создания сверхцивилизации им потребовалось бы не более 10 тысяч лет. И к настоящему моменту они уже, возможно, достигли бы относительного бессмертия и научились бы управлять пространством и временем. Но следует помнить, что это лишь одна из версий. И реальные боскопы могли быть совсем не такими, какими представляют их отдельные исследователи. 9. Был ли египетский принц Тутмос настоящим Моисеем, и другие интригующие загадки древней забытой религии атеизм? На протяжении большей части известной истории Древнего Египта население поклонялось нескольким богам, причем обычные граждане могли свободно у себя дома поклоняться любым богам, которых они считали нужными. Тем не менее, есть также сравнительно короткий период, в течение которого страна неожиданно превратилась в монотеистическую и повсеместно начал распространяться атеизм, одно из самых интригующих и загадочных верований. Откуда появилась эта странная и явно чуждая египтянам религия, и куда она внезапно исчезла после смерти фараона, который пытался внедрить ее? Религия будто появилась ниоткуда. Многим может показаться странным то, что после более чем 2000 лет укоренившегося многобожия, фараон Аменхотеп IV на 5-м году своего правления изменил имя на Эхнатон и ввел атеизм. Спустя еще 4 года Эхнатон вместо поклонения нескольким богам провозгласил Атона единственным богом. Было запрещено делать любые изображения этого бога, поскольку он никак не проявлялся в этом мире и не мог быть виден. Единственным олицетворением Атона был плоский солнечный диск. И еще более интересным является тот факт, что несмотря на довольно редкие упоминания об Атоне в старых, даже древнеегипетских, писаниях подтверждается, что это было солнечное божество, которое, как это ни парадоксально, не было богом в понимании древних египтян. Не было видимого сопротивления переменам. Несмотря на то, что логично было бы ожидать сопротивления насильственному внедрению атеизма, к примеру, попыток свергнуть фараона и его новую религию, все население страны просто спокойно приняло радикальные изменения. Несмотря на то, что в Древнем Египте была сильная и хорошо обученная армия, не наблюдалось никаких попыток свергнуть Эхнатона. И это несмотря на переезд Эхнатона из Фив в новую столицу Амарну. А еще более странным является то, что атеизм почти моментально исчез всего через 2 десятилетия, а один из преемников Эхнатона восстановил старую веру в Амон-Ра. Сходство с ранними авраамическими религиями, тайными обществами и масонами. Многие из очевидных практик атеизма, особенно те, которые, как предполагают ученые, преподавались в школах мистерий в Гелиополе, по-видимому, предшествовали 3 основным авраамическим религиям, которые последовали за ними,
особенно раннему иудаизму, а затем христианству. Эти утверждения кажутся еще более убедительными, если учитывать загадочную фигуру Аперела, также называемого Аперелем, который служил главным визирем Эхнатона. Ряд нюансов, которые были обнаружены в его могиле, заставили предположить, что Аперел весьма вероятно имел древнееврейское или израильское происхождение. На самом деле прослеживается довольно много связей атеизма с ранними религиями, да и с вполне конкретными писаниями Ветхого Завета. Как показывают исследования многочисленных авторов, то же самое можно сказать и о различных тайных обществах, об их обычаях и происхождении. Особенно это касается рыцарей, тамплиеров и масонства. И даже спустя тысячелетия в учениях христианства и римской церкви по всей Европе несложно заметить следы этих тайных учений. Попытки стереть атеизм из древнеегипетской истории. Уже после исчезновения новой религии в Древнем Египте была предпринята очевидная попытка стереть все записи об атеизме из истории. Действительно, многое из того, что сегодня известно об этом периоде, основано на тех крупицах информации, которые случайно забыли уничтожить в египетских записях, а также на записях других цивилизаций, соседствующих с Египтом. Даже один из самых известных древнеегипетских фараонов сам по себе является загадкой. Из всех фараонов того периода, несмотря на то, что Эхнатона по сути вычеркнули из истории, его мумия прекрасно сохранилась и ее не осквернили, в отличие от мумий многих других правителей. Все последующие за ним фараоны изо всех сил пытались не только дистанцироваться от атеизма, но и, начиная с Харимхеба, активно преследовали любого, кто практиковал или проповедовал эту идеологию, уничтожали памятники и стирали надписи. Было высказано много предположений относительно причины этой запоздалой реакции, от простой революции до безумно диких утверждений о внеземном вмешательстве. Связи с Тутанхамоном. Прежде чем перейти к потенциальным причинам этого интригующего, но странного периода в древнеегипетской истории, возможно, следует обратить внимание на знаменитого фараона, царствование которого пришлось на ту эпоху, но который пытался вернуть старую религию, какой она была до Эхнатона. Речь идет о Тутанхамоне. Сегодня он является, пожалуй, самым известным из древнеегипетских фараонов. При жизни юный фараон сменил свое имя с Тутанхатона, переводится как «живое воплощение Атона», на Тутанхамона в качестве публичной демонстрации своего отказа от атеизма. Несмотря на это, его имя было удалено из официальных документов вместе с другими правителями того времени. Еще больший интерес представляет гробница, которая находится прямо напротив места последнего упокоения Тутанхамона, всего в нескольких метрах. Гробница 55, также известная как Киви-55. Таинственная гробница 55. Вполне возможно, что самым интригующим и загадочным аспектом атеизма является обнаружение содержимого того, что стало известно как гробница 55. Особенно странным археологам сразу показалось то, что Киви-55 первоначально была запечатана печатью Тутанхамона. Это утверждение остается непроверенным. Сам Тутанхамон, хотя и был похоронен рядом, его могилу обнаружили несколько лет спустя. Еще было интереснее в гробнице 55 то, что она была запечатана так, чтобы, будто удержать мумию внутри, а не сдерживать воров и грабителей. Учитывая то, что известно о верованиях тех времен, в частности о проклятиях и мести богов, это интересная, хотя и зловещая деталь. Кроме того, тело мумии было преднамеренно осквернено, а также похоронено как женщина, несмотря на то, что было обнаружено, что это мужчина. Внезапное появление статуи Сехмет. Во время своего правления Аменхотеп III установил 600 статуй Сехмет в храме Мут. Всего же в общей сложности было создано около 730 подобных статуй, и археологи недоумевают, зачем их начали так массово строить. Все дело в том, что именно эта богиня ассоциировалась, среди прочего, с бедствиями. Это, по мнению некоторых исследователей, говорит о том, что в Древнем Египте происходило нечто очень серьезное. Кстати, согласно древнеегипетской мифологии, Сехмет, дочь Ра, пыталась уничтожить мир,
и Ра был вынужден остановить ее. Это может быть очень важно. Случайное катастрофическое бедствие. В своей книге «Закон о Боге» автор и исследователь Грэм Филлипс утверждает, что причиной изготовления более 700 статуй Сехмет стала катастрофа, а именно колоссальное и смертоносное извержение вулкана на Санторини, последствия которого были бы более чем ощутимыми на землях Египта. Вполне возможно, что после того, как небо почернело из-за огромного количества пепла, выброшенного в атмосферу, Эхнатон принял решение поклоняться Атону, солнечному диску. Последующий отказ от новой религии тоже можно объяснить этой причиной. Поскольку бедствия продолжались, народ разуверился в том, что поклонение Атону может остановить их, и возвращение веры в старых богов стало считаться единственным способом положить конец ужасу. Учитывая то, что мы знаем о древнеегипетской идеологии, культуре и мышлении, произошло непреднамеренное манипулирование природным, но катастрофическим событием, которое не только породило атеизм, но и заставило отказаться от него. Гиксос и исход. Еще одну интригу для ученых представляет присутствие в регионе таинственной группы людей – гиксосов. Эта загадочная народность, по мнению некоторых исследователей, была ранними евреями Ветхого Завета и, в свою очередь, частью родословной Иисуса. Некоторые исследователи даже утверждают, что Иисус, возможно, родился в семье фараона, из региона Гелиополиса, которого изгнали в Иерусалим. Когда он достиг совершеннолетия, Иисуса, вероятно, обучали тем же учениям, которые преподавали в школах мистерий в Египте за 1000 лет до его рождения. Также может показаться, что гиксосы были частью исхода, который, хотя и принято считать мифом, вполне мог случиться из-за запрета атеизма. Большая часть Ветхого Завета имеет очевидные связи с древнеегипетскими писаниями. И хотя история, Библия и даже фильмы утверждают, что исход во главе с Моисеем произошел во времена правления Рамзеса II, есть основания полагать, что большая часть из того, что было описано выше, в действительности произошло веком ранее, во времена правления Эхнатона. Был ли Тутмос настоящим Моисеем? Исследователь Грэм Филлипс отмечает, что наследный принц Тутмос по праву должен был занять трон после Аменхотепа III. Однако вместо этого на трон взошел Эхнатон, а Тутмос исчез. Большинство историков предполагают, что он умер. Учитывая, что обнаруженная надпись на винном кувшине Эхнатона описывает его как сына истинного царя, это начинает звучать как история Моисея и Рамзеса II. Также стоит обратить внимание, что слово «сын» на древнеегипетском звучит как «Мос», «Моисей». Если допустить, что Тутмосу пришлось отправиться в изгнание из-за того, что Эхнатон, возможно, хотел убить его, как законного престола-наследника, окажется, что все три основные авраамические религии нашей современности напрямую связаны с религиозной идеологией мистических школ Древнего Египта. 10. Альфред Билик. Я переместился в 2749 год и прожил там 2 года. Чтобы рассказать историю этого человека, начать стоит с того, что 28 октября 1943 года, в самый разгар Второй мировой войны, на военно-морских верфях Филадельфии в штате Пенсильвания было проведено одно из самых загадочных испытаний, позже получившее название «Филадельфийский эксперимент». В целом, эксперимент заключался примерно в следующем. ВМС США хотели сделать корабль невидимым. Для этого они объединили концепцию единой теории поля Альберта Эйнштейна, которая описывает взаимодействие материи, света и гравитации, с динамической теорией гравитации Николы Теслы. Другими словами, американские военные собирались достичь невидимости за счет опасного и совершенно непредсказуемого эксперимента с электромагнитными полями. Согласно некоторым записям, в назначенный день с кораблем USS Элдридж D-173 после запуска 2 огромных генераторов электромагнитных полей, находившихся на его борту, произошло невозможное. Он стал невидимым для человеческого глаза. Свидетели рассказывали, что после того, как корабельные генераторы загудели, вокруг корабля заклубился зеленый туман, а через минуту-другую USS Элдридж растворился в нем, словно его никогда и не было.
К слову, этот эксперимент сопровождался и другим необычным событием. Сотни свидетелей утверждали, что USS Элдридж на 15 минут появился на военно-морской базе в Норфолке в штате Вирджиния, расположенной в сотнях километров от Филадельфии, а затем исчез. Неужели эксперимент, направленный на то, чтобы сделать корабль невидимым, случайно привел к телепортации? Результаты эксперимента. Свидетели рассказывали, что когда эсминец USS Элдридж начал обратно материализоваться в месте, где располагался изначально, некоторые матросы оказались заключенными внутри металлических конструкций корабля, у других пошла носом кровь, третьи испытывали жуткое головокружение, а остальные и вовсе попросту исчезли. Позднее ВМС США категорически отрицали проведение такого эксперимента. Хотя казалось подозрительным, что личные дела членов экипажа USS Элдридж, так сказать, случайным образом исчезли, то же самое произошло с бортовым журналом и многими другими документами, которые могли бы прояснить картину. Спустя 8 лет, в 1951 году, корабль был продан Греции. Причем его масса оказалась на 300 тонн меньше, чем при его спуске на воду в Филадельфии. Из чего можно предположить, что с него сняли какое-то тяжеловесное оборудование. В кино. В 1984 году по мотивам этих странных событий был снят фильм «Филадельфийский эксперимент», который был основан на книге с тем же названием. В ней рассказывалось о правительственном заговоре и загадочных испытаниях на USS Элдридж. Главными героями фильма являются два молодых моряка, члены экипажа эскортного эсминца USS Элдридж, которые во время эксперимента переместились в будущее на 41 год. Кстати, там они узнали, что их врагами были вовсе не нацисты, а Советский Союз. По ходу сюжета оказывается, что генераторы корабля каким-то образом сумели создать временной портал из 1943 в 1984 год, и вследствие этого некоторые члены экипажа отправились в будущее. Попаданец. Но мы несколько затянули с предысторией, описанной для того, чтобы вы понимали контекст последующих событий. Спустя 5 лет после выхода вышеупомянутого фильма, то есть в 1989 году, неожиданно объявился 57-летний мужчина по имени Альфред Билик, который годами страдал тяжелой амнезией. Оказалось, что, посмотрев фильм «Филадельфийский эксперимент», он был поражен тому, как ему знакомы все описываемые в нем события. Альфред рассказывал, что испытал своего рода откровение, которое позволило ему вспомнить все. Билик рассказал, что начал вспоминать эпизоды из своей жизни, сильно отличавшиеся от всего того, что было в современном мире. Для того, чтобы разблокировать память, он прибегал к самым разным методам, от гипноза до экспериментальных препаратов. Таким образом, ему удалось вспомнить, что он был одним из участников секретного проекта «Монтак», целью которого было создать психологическое оружие. Проект существовал с 1943 по 1983 год на военно-воздушной базе Монтак на Лонг-Айленде. Проект «Монтак». По словам Альфреда, филадельфийский эксперимент представлял собой не только испытание невидимости корабля USS Элдридж. Помимо этого, там испытывалось психологическое оружие и исследовались путешествия во времени. Касательно своей биографии, Билик утверждал, что вспомнил свое настоящее имя. На самом деле его звали Эдвард Кэмерон, и он работал над проектом «Монтак» вместе со своим братом Дунканом, который, ко всему прочему, обладал экстрасенсорными способностями. Им тогда было немного за 20. Несколько лет спустя Билик публично рассказал свою историю на одной из научных конференций, заявив, что филадельфийский эксперимент, помимо того, что сделал USS Элдридж невидимым, еще и открыл червоточину, кротовую нору, соединяющую настоящее и будущее. Кротовая нора. Подобно мосту Эйнштейна-Розена, червоточина является гипотетическим явлением в пространстве и времени. Она создает короткий путь между вселенными или даже реальностями. Билик объяснил, что в 1983 году ему и его брату было поручено отправиться в прошлое по одной из таких червоточин,
чтобы уничтожить оборудование USS Элдридж, поскольку путешествие корабля в 1984 создавало ряд проблем, поэтому единственным вариантом было предотвратить его прибытие. По словам Альфреда, ему и его брату удалось успешно завершить миссию. Однако во время возвращения назад они оба оказались не в 1983, а в 2137 году, где провели 6 недель в больнице, восстанавливаясь после полученных гиперпространственных ожогов. Спустя 6 недель Альфред Билик неизвестным ему способом оказался в 2749 году, где, по его версии, он пробыл 2 года. Мир в 2749 году. Билик рассказал, что когда он очутился в 2749 году, он опять оказался в больнице. Первое, что привлекло его внимание, это роботизированное хирургическое оборудование, которое выглядело революционно по сравнению с тем, что он видел в 1983. По словам Альфреда, медицинская система будущего будет использовать вибрационное и световое лечение. Рассказ Билика о мире будущего был не менее удивителен. Он утверждал, что люди будут рассредоточены по всей Земле. По океану, к примеру, будут плавать многочисленные плавучие города, вырабатывающие энергию из воды. Города на Земле продолжат расти в высоту, достигнув 3 и даже 5 километров, став настоящими многоуровневыми мирами. Это станет возможно благодаря многолетним исследованиям, позволившим обойти закон гравитации. Приспособятся не все. Население Земли, по словам Альфреда, будет относительно малым. На 2749 год во всем мире будет проживать едва ли 300 миллионов человек. А в Соединенных Штатах, одной из самых больших стран на планете, насчитывалось, по свидетельствам, так сказать, очевидца, всего около 50 миллионов. Как рассказал Билик, это произошло потому, что приспособиться к новому миру смогли не все. Билик также заверил, что в 2749 году не будет войн, хотя большая часть стран осталась, и изредка между ними происходят, так сказать, напряженные моменты. Причем он говорил о 4 крупных странах – США, Китае, России и Европе. Все европейские страны объединятся в одну страну. При этом серьезные конфликты между странами попросту невозможны, так как в будущем нет ни армий, ни солдат. Это стало возможным благодаря тому, что функции, так сказать, всемирного правительства возложили на искусственный интеллект, созданный в 26 веке. Только так людям удалось достичь порядка. Более того, с приходом искусственного интеллекта и роботов физический труд ушел в прошлое. Мир меняется. Помимо прочего, Билик рассказал о том, что в будущем люди перестали пользоваться деньгами за их ненадобностью. Там у каждого были свои так называемые кредиты, которые позволяли в любое время купить все, что они хотели. Земля к тому времени тоже претерпела заметные климатические и географические изменения, так как уровень воды стал намного выше, и берега континентов сместились. Для примера, фактически, 2/3 того, что сейчас является американским штатом Флорида, исчезло под океаном. Также люди смогли избежать глобальной катастрофы, начавшейся после изменения направлений магнитных полей Земли. Для этого были созданы искусственные полюса, которые спасли жизнь на планете. Возвращение. Билик не помнил детали своего возвращения, но ему каким-то образом удалось переместиться сначала обратно в 2137 год, где он отыскал своего брата, а затем они вернулись в исходный 1983 год через ту же самую червоточину. За это время на Земле прошло всего несколько дней. Когда Альфред рассказал свою историю руководителям проекта Монтак, они записали его невероятный рассказ, но, беспокоясь о том, что это станет известно широкой общественности, решили стереть воспоминания и ему, и его брату. Когда Альфред Билик восстановил память, он ездил по стране и рассказывал свою историю о жизни в будущем. В общей сложности он провел более 40 конференций и дал десятки интервью. Многие, конечно, обвиняли его в том, что он шарлатан или выдумщик, хотя есть и те, кто считает его настоящим хрононавтом, совершавшим путешествие во времени. А вы верите в историю Альфреда Билика?
На этом я бы хотел закончить это видео с 10 тайнами мира, которые вряд ли будут разгаданы. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. На Марсе обнаружен объект, похожий на земную постройку. Уфологи утверждают, что Марс не всегда был безжизненной планетой. В качестве подтверждения данной теории уфологи приводят схожесть некоторых элементов ландшафта Марса с древними постройками на Земле. В частности, один из интернет-пользователей заметил схожесть древней гробницы Кафун, Япония, и объекта на Марсе. Оба объекта отличаются правильными геометрическими линиями. Создание таких объектов сложно представить без вмешательства представителей разумной жизни. В рамках видеообращения специалист отметил, что структура на Марсе и аналогичная постройка, созданная во времена феодальной Японии, крайне схожи. В НАСА ситуацию прокомментировали, отметив, что объект на Марсе является не более, чем обычным холмом. Вот такими у нас получились 10 тайн мира, которые вряд ли будут разгаданы. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.